Представьте, что вы стоите на краю мира. Под вашими ногами пушистое одеяло из белых облаков, а над головой пронзительно синее атлантическое небо. Солнце только начинает окрашивать острые пики в золотистые тона, и кажется, что вы единственный человек во всей вселенной. Добро пожаловать на Мадейру. И не просто на остров, а на его крышу. Сегодня мы разберем по косточкам маршрут PR1 Вереда да Ареро, ведущий к самой высокой точке острова, пика Руиво. Это не просто поход, это испытание для ваших ног, проверка вашей памяти на объем фотографий и, пожалуй, самый красивый маршрут в Европе. В 4 утра мы выезжаем из города, чтобы через час оказаться на высоте 1818 метров. Там, где заканчиваются деревья и начинаются звезды. Почему именно 4 утра? Давайте будем честными. PR1 – самая популярная тропа на Мадейре. Если вы приедете сюда в 9 утра, вы будете идти в колонне, слушая разговоры на 10 языках и локтями отвоевывая место для селфи. Но выехав в 4 утра, вы покупаете эксклюзивность. Парковка. Вы будете одним из первых. Никаких нервов, никаких штрафов на обочинах. Второе. Температура. Подъем в гору при 12 градусов тепла гораздо приятнее, чем под палящим солнцем при плюс 25. Третье. Зрители. Вашими единственными спутниками будут звезды и, возможно, пара таких же сумасшедших романтиков. Четвертое. Инверсия. Именно на рассвете облака чаще всего оседают в долинах, создавая тот самый эффект Белого моря, по которому Мадейра узнаваема во всем мире. Вы припарковались в обсерватории. Включайте фонари и выходите на тропу. Ваша цель — смотровая площадка, гнездо конюка. Это примерно 15-20 минут хода от старта. В темноте тропа кажется таинственной. Тени от скал ложатся причудливо, а внизу в долинах мерцают огни маленьких деревень. Когда вы дойдете до площадки, выключайте фонари. Просто подождите. Сначала появится тонкая полоса индиго, затем она станет фиолетовой, оранжевой и, наконец, огненно-красной. Когда диск солнца начнет подниматься над горизонтом океана, скалы вокруг вас окрасятся в невероятный терракотовый цвет. В этот момент наступает абсолютная тишина. Вы буквально видите, как просыпается остров. Фотографии, сделанные в этот золотой час, не нуждаются в фильтрах. Это время, когда свет мягкий, а тени длинные и драматичные. Путь в 6 километров в одну сторону теперь кажется легче. Само название тропы начинается с слова «вереда». В переводе с португальского это «узкая тропа» или «путь». До того, как на Мадейре построили современные туннели и скоростные трассы, вереды были единственной связью между деревнями. По ним ходили пастухи с овцами. По ним почтальоны несли письма из Фуршала в Сантану, а крестьяне на своих плечах тащили тяжелые корзины с вином или рыбой. Тропа PR1, которую мы знаем сегодня, была облагорожена для туристов, но ее основа – это те самые исторические пути. Местами вы увидите безупречную каменную кладку. Это работа мастеров прошлых поколений,
которые буквально вручную выкладывали дорогу в небесах, чтобы остров перестал быть набором изолированных ущелий. Вскоре вы встретите развилку. Западный путь ведет через туннели. Самый известный из них туннель Пико де Гато. Это портал. Вы заходите в него на одной стороне горы, где может быть ветер и туман, а выходите на другой, залитой светом и абсолютно тихой. Посмотрите на растения по краям тропы. Вы увидите гордость Мадеры. Это огромные пушистые свечи сине-фиолетового цвета. Они растут только здесь. А рядом древовидный верес. В других частях света это кустик. Но на Мадере верес достигает размеров настоящего дерева. Когда первый луч ударит по Пико де Торрес, вы поймете, почему вы здесь. Скалы станут рыжими, как шерсть лисицы. В этот момент начните движение. Первые километры пути — это спуск по ступеням. Кажется легко. Помните, на обратном пути каждая из этих ступеней потребует от вас двойной оплаты физической энергии. Ближе к Пико Руиво пейзаж резко меняется. Вы увидите сотни белых, сухих стволов деревьев. Это не декорация к фильму Тима Бёртона. Это последствия разрушительных пожаров 2010-2012 годов. Огонь уничтожил древние леса вереска. Но эти скелеты остались стоять. Они не гниют из-за особого состава древесины и высоты. Сегодня они служат напоминанием о хрупкости природы острова. Жизнь возвращается. Самый сложный участок лестницы перед Пико де Торрес вы пройдете еще до того, как солнце начнет жарить в полную силу. Это даст вам колоссальное преимущество. К моменту, когда вы достигнете подножья Пико Руиво, вы будете чувствовать себя королем горы. И вот мы у приюта Каса де Абриго. Осталось 10 минут подъема. На вершине Пико Руиво 1862 метра. Посмотрите на север. Видите вдалеке океан? Это северное побережье, район Саво-Висенте. Посмотрите на восток. Там виден хвост острова, мыс Сан-Лоренцо. Вы стоите выше облаков. Те люди, что выехали из Фунчала в 9 утра, сейчас только паркуются на Ривьеро и видят толпу. А вы уже здесь. Вы поймали момент, когда горы принадлежат только вам и ветру. История этого места – это история борьбы и красоты. Мадейра не была создана для комфорта. Она была создана для восхищения. Ваш путь обратно будет полон света. Теперь, когда вы знаете историю этих камней и этих мертвых деревьев, тропа не кажется просто дорогой. Это живой организм. Выезд в 4 утра был лучшим решением, не так ли? Is it just me, or is it hard to agree?